Infinity Kingdom выгодно отличается от некоторых конкурентов многими факторами. Один из них — это наличие в игре настоящих персонажей поддержки. Без них нельзя собрать нормальный дееспособный отряд, который будет на что-либо претендовать. Арсенал возможностей таких чаров невероятно богат. Один из инструментов — это, безусловно, лечение. Всем привет! Вы на канале Реконструкция, где я расскажу вам о лечении Зенобии. Погнали. В последнее время стало очень модным ставить Элизабет Баттери в отряд Земли вместо Зенобии. В этом есть смысл, но только в строго определенных случаях. Если же брать среднестатистического игрока Землей, то подобная замена является все же нежелательной. Да, Баттери наносит много урона, но при ней в отряде практически испаряется Александр. Почему? Потому что он очень зависим от бафа на лечение с ударов от Зенобии. Без такого усиления Александр является самым слабым звеном в отряде и по большому счету выполняет функцию носителя навыков, в то время как с Зенобией за спиной иногда в состоянии конкурировать с Клеопатрой по урону. Лично я советовал бы брать Баттери вместо Зенобии только в тех случаях, когда вы доминируете на сервере, и вам выживаемость отряда нужна даже меньше, чем быстрый взрывной урон. Итак, как же конкретно работает лечение в целом, ну и лечение на Зенобии в частности? Лечение в целом работает по тому же принципу, что и урон, только в обратную сторону. Конкретная формула никому не известна, разработчики ее не дают, но есть одна деталь, о которой вы могли не знать. Во время сражения ваши войска могут получить три типа увечий: легкие, тяжелые и смертельные. Соответственно, они либо легко раненые, либо тяжело раненые, либо погибают вовсе. Так вот, с мертвыми войсками вы уже ничего сделать не можете. Они канули в лету. Тяжело раненых можно излечить в больнице после возвращения отряда домой. А вот легко раненые, которых зачастую больше всего, и подпадают под категорию войск, которые можно исцелить навыками прямо во время боя. И иногда, когда бой идет на изнурение, может сложиться ситуация, в которой уже просто некого лечить, ибо все потерянные войска потеряны безвозвратно, а легкораненые уже излечены, возвращены обратно в самую бурю сражения и уже тоже потеряны. Но чаще всего лечение — это безумно полезный навык, особенно в отряде Земли, где философия выживания проповедуется повсеместно и ценится превыше всего. Так вот, Зенобия, как многие знают, активирует навык лечения на двух наиболее битых войсках отряда. Чаще всего это Александр и Клеопатра, и они, нанося урон, получают лечение. Однако это не воровство жизни от урона, как некоторые могли бы подумать, это именно лечение на заданный заранее процент показателя. Просто оно активируется только после успешного проведения атаки. То есть, как и с лайфстилом, промах не позволит ничего вылечить. Также не ведитесь на заманчивую цифру в целых 6 секунд действия навыка. Скорее всего, все легкораненые войска вылечатся с первого же удара, а дальше навык будет работать практически в холостую. Но даже такие ограничения не мешают Зенобии быть очень полезной и крутой, той самой серой мышкой, которая, не привлекая много внимания, спокойно делает свою работу, позволяя главным ДД наносить свой урон. Надеюсь, в этом видео вы смогли подчеркнуть для себя что-то новое. Мне будет приятно прочитать ваш фидбэк в комментариях. Счастливого всем Рождества и пока!